Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Доктор Ани планирует снова свести Ясемин Хансер и Джихана вместе. Собираясь взять что-нибудь из шкафа, госпожа Ясемин находит искусственный живот Бейзы. Когда приходит госпожа Сания, она спрашивает ее и говорит: «Я нашла это во время уборки, я не знаю, что это такое, я спрятала это там». Госпожа Ясемин говорит, что важно не то, что происходит, а кто это. Бейза постоянно заставляет Гульсим бросать лекарства в воду Гэжи Мукаддер и заставляет ее все время спать, так что она не может говорить. Госпожа Мукаддер больше не может вставать с постели. Пытаясь встать и пойти, он падает, и в этот момент приходит госпожа Фадиме, поднимает его и укладывает на кровать. Когда я спрашиваю его, стоит ли нам отвезти тебя к врачу, он говорит: «Моя проблема не в том, чтобы быть врачом, Фадиме». Госпожа Фадиме говорит: «Если бы я спросила вас, опечалены ли вы уходом Гэжи Хансер, она бы вам тоже не очень понравилась». Джихан звонит и говорит, что останется на даче некоторое время, и просит госпожу Фадиме подготовить его и отправить. Фадиме говорит: «Хорошо, но ты должен прийти и забрать это, твоя мать совсем нехорошо выглядит, ты должен посмотреть». Джихан отказывается, говоря, что он не в состоянии кого-либо расстраивать. Когда госпожа Ясемин приходит к Хансеру, она советует ему сегодня вечером еще раз поговорить наедине и не принимать решения слишком быстро. Ханчер говорит: «Отпустите меня, я уже знаю, о чем говорить, и немедленно вернусь». Йонка беспокоится, что им уже почти пора забрать у нее ребенка, и звонит Таяру. Когда он звонит Таяру, который в то время разговаривал с Нусретом, Нусрет становится подозрительным. Тетя Нусрет ругает ее за то, что она не нашла Йонку, и просит ее найти ее. Дерья злится и спрашивает Джемиля: «Если эта девушка покинула особняк, почему ты даже не задаешься вопросом, где она?» Когда Дерья говорит: «Если тебе интересно, позвони мне и узнай, но скажи, что я все еще злюсь», Дерья говорит, что все, что с тобой происходит из-за твоей нелепой гордости. Сначала Хансер не отвечает, а когда Дерья снова звонит, Хансер отвечает и говорит, что она недоступна и хочет поговорить позже, но Дерья настойчиво задает вопросы. «Скажи моему брату Ханчеру, что я сделал все необходимое, даже если было поздно». Когда Джихан сказал, что женится на Бейзе, как только разведется со мной, Дерья говорит, что мы правильно поняли, тогда он поставил тебя у двери, но все равно он не оставит вас без денег. Даггер злится, говорит, что мне не нужны его деньги, и кладет трубку. В то время как Джемиль злится и говорит: «А, девочка, почему ты меня не послушала?» Дерья говорит: «Если вы двое такие упрямые, с вами произойдет еще больше вещей». Пока госпожа Фадиме работает на кухне, к ней приходит Гульсум и говорит, что госпожа Мукаддер совсем нехорошая и что ей все равно, когда она сказала Джихану, что ей плохо, и отклоняет этот вопрос, поскольку в этом нет ничего важного. Она просто притворяется. Когда Бейза пришла к Гэже Мукаддер и сказала: «Тетя, как дела? Ни о чем не думай, все будет хорошо, однажды ты проснешься с внуком на руках, все кончено и прошло», госпожа Мукаддер просто смотрит на нее искоса и ничего не говорит. Бейза говорит: «Все равно пойду, вернусь позже, и мы поговорим», и выходит из комнаты. Когда он выходит из комнаты, он видит Гэжу Фадиме и спрашивает: «Что ты делаешь наверху?» Госпожа Фадиме объясняет, что господин Джихан будет жить в летнем доме, и попросила меня подготовить сумку, которую Мелих заберет. После того, как Бейза говорит ему заняться своими делами, он думает про себя, что если они помирятся, зайдя так далеко, но что если Джихан этого не сделает. Когда Ханчер приходит в летний домик, Джихан открывает дверь и спрашивает Ханчера: «Что ты здесь делаешь?» Когда Ханчер спрашивает: «Как ты меня назвал?», Джихан спрашивает, как он, Ханчер говорит: «Давай, я принял твое условие». Затем Джихан понимает, что сообщение отправил Энгин. Когда они смотрят на украшенный стол, они находят там записку. В записке они написали: «В шкафу стоит терлица, ешьте сладости, сладко разговаривайте». Когда Джихан говорит, что это работа Ясемин и Энгина, Хансер говорит, что поскольку ты мне не звонил, я пойду. Джихан говорит: «Не ходи, ведь они столько всего приготовили, давай поедим и пойдем, у нас столько на уме, мы не враги».
Госпожа Фадиме готовит равиоли и приносит их Гэже Мукаддер, но Джихану они не нравятся. Если он приходит поздно, она просит его надеть и съесть. Госпожа Фадиме говорит, что господин Джихан не придет. Он побудет какое-то время на даче, но я говорил о твоей ситуации, он ничего не сможет поделать, он придет. Госпожа Мукаддер что-то сделала со мной, Фадиме, и особенно со мной, Джихан, когда я спросил, не слишком ли это, она взяла поднос и ушла. Когда Джихан предлагает Хансеру десерт и говорит, я думаю, что Есимин занимается этим бизнесом, Хансер спрашивает, откуда ты знаешь? Джихан Энгин говорит, что лучше всего он умеет готовить бутерброды, а он ничего о нем не знает. Десерт. Затем он спрашивает Ханчера, ты еще не сказал мне, где остановился, с тобой все в порядке, тебе что-нибудь нужно? Ханчер говорит, я в порядке, моя тетя позвонила мне и спросила, я позабочусь о тебе. Я сам, не волнуйся. Джихан говорит, что ты очень сильная девушка, садится рядом с ней и говорит, что я знаю, почему ты злишься на меня, потому что в тот день я вывел Бейзу из машины, но на самом деле я вывел своего сына. Когда Хансер говорит, мне нет места в твоем сердце, там место твоего сына, Джихан говорит, ты не понимаешь. Хансер говорит, у меня не будет бьющегося сердца после того, как ты уйдешь. Когда Дерья готовит стол и приглашает Джемиля, Джемиль говорит, что наелся до краев и не хочет сидеть. Когда Дерья говорит, не волнуйся, то, что с нами будет, придет, останется еще одно горло, Джемиль говорит, что не придет, потому что я не прощу его, сестра. Дерья спрашивает, что будет, если он не приедет, от Джихана он не получил никакой помощи, что будет, когда у него в кармане закончатся гроши, он должен прийти. Джихан спрашивает, я не могу жить без тебя, ты можешь жить, и как только он собирается подойти ближе и поцеловать ее в губы, раздается звонок в дверь. Джихан идет открывать дверь, думая, что это Мелих и он принесет вещи. Когда он открывает дверь, он видит Бейзу и спрашивает, что ты здесь делаешь. Бейза говорит, ты просил свои вещи у Мелиха, я подумал, что проверю, нужно ли тебе что-нибудь еще, и входит. Синим думает о том, что сказал ей Мелих, когда был с ней. Когда входит Бейза и говорит, ты тоже здесь, я сказал, что это невозможно, Джихан говорит, иди, пусть Мелих заберет тебя. Когда Хансер говорит, я пришел сюда, чтобы подписать протокол о разводе, Бейза говорит, ты спросил, стоит ли нам поужинать. Когда я спрашиваю сына, есть ли место за этим столом, Джихан Бейза говорит, не сжимайся больше. Когда Бейза говорит, вы хотите построить себе новую жизнь, это все ложь, Джихан бьет по столу и кричит, что хватит. Потом он кричит, что мы с Ханшером приняли решение и никто не может об этом говорить. Когда Йонка звонит Таяру и настаивает, что им почти пора забрать ребенка, он говорит ей, чтобы она успокоилась. Даггер говорит, хватит, я устала от того, что все принимают решения обо мне, отныне я хочу открыть новую страницу и снова любить и быть любимой, говорит Джихан. Есимин замечает его подозрительное поведение в разговорах с Бейзой и пытается связаться с медсестрой, которая сотрудничала с Бейзой. Когда он находит его, он хочет заставить его признаться в том, что он сделал с Бейзой. Вот почему я хочу, чтобы ты женился на Бейзе, чтобы отдалить Джихан от Хансера. Когда ты поймешь, что я тоже буду свободной женщиной, я хочу жить свободно, не отвечая ни перед кем, говорит Джихан, если бы я только знал это извне. Во-первых, я бы не стал заставлять тебя ждать зря. И он открывает бумаги и говорит, можете быть уверены, что мы поженимся, как только разведемся. Подпишите петицию сейчас, подпишите ее и уйдите. Пока Бейза смеется себе под нос, Джихан очень грустит, а затем бежит за Хансером, говоря, что такого не может быть, это не так просто. Он бежит за Ханчером, держит его за руку и просит сказать мне, ты получил то, что хотел, я принял твои условия, кто же этот человек? Когда Ханчер злится и спрашивает, какой мужчина тебе нужен, он говорит, что именно поэтому ты со мной развелась. Кинжал, мы с тобой приняли решение, мы разводимся, все кончено, отпусти руку, каждый идет своей дорогой. Когда Мелих пытается остановить его, он говорит, не мешайте ему, если хотите что-то сделать, отведите Бейзу в особняк. Мелих говорит, что я пойду, но не с Гэжой Бейзой, а с Гэжой Ханчер.
Пока Энгин разговаривает со своей сестрой Есимин, они задаются вопросом, что делают Джихан и Хансер. Они вернутся туда очень счастливые, говорят, между ними очень крепкая связь. Когда Мелих говорит: «Госпожа Хансер, пожалуйста, садитесь в машину», Хансер становится грубым, пытаясь дойти до машины. Когда Мелих говорит ей, чтобы она пришла в себя, на этот раз он хватает ее за воротник и говорит: «Что за разговоры? Ты о чем?» Когда он понимает, что действительно хочет поехать в Ханчер, он отпускает Джихан в отчаянии, когда Хансер и Мелих садятся в машину и уезжают. Пока Ханчер находится в дороге, Ханчер извиняется перед Мелихом. Мелих говорит: «Не извиняйся, я не мог позволить тебе вести себя так грубо, но и не плачь, то, через что ты проходишь, очень тяжело, но Гану Джихану также очень трудно отпустить женщину. Ты любишь». Пока тело Джихана Ханчера думает о его словах: «Я хочу любить, быть любимым и с этого момента строить счастливый дом», он грустит и сжимает кулак, а Бейза радостно наблюдает за ним. Затем, когда она пристально посмотрела на него, и Бейза сказала: «Не смотри на меня так», она сама сказала мне, что хочет начать новую жизнь и пришла сюда, чтобы следовать его путем. Джихан говорит, что этого достаточно, не надо. «Скажи слово и уйди». Бейза звонит Джихану из-за номера: «Стой, ты не можешь оставить меня здесь одного». Покидая Мелиха Ханчера, он настаивает на том, чтобы дать ему свой номер телефона, чтобы я мог позвонить в случае необходимости, чтобы я мог чувствовать себя спокойно. Джихан приходит в компанию и очень расстроен и не может никуда вписаться. Входит Ханчер и грустно садится на диван. Когда Синим не видит Мелих, она злится и ложится рядом с дочерью. И Джихан, и Ханчер очень грустны и несчастны. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.